over backwards and over again. I'm jumping through hoops so you don't have to. Making you smile as long as I can. Storm clouds are coming, and it's best if you prepare. But if we get tomorrow, promise I can try. Give you love to borrow, if just to get us by. But sometime when you're ready, I soften up the blow. Our love was never made to last. I don't wanna give you back to hold on to. Warzone 2.0 сейчас просто на пике хайпа по разного рода причинам, но большая часть этого хайпа не связана с геймплеем или новым режимом DMZ, который очень сильно напоминает Escape from Tarkov. И да, техническое исполнение Warzone 2.0 оставляет желать лучшего. Но так ли все плохо? Давай это выясним. Привет! Ты на моем канале, а на обзоре Call of Duty Warzone 2.0. На старте игры новая серия Warzone прям представляла собой выдранный кусок кода из MW2, который грубо отделили и сделали из него бесплатный мультиплеер с такими режимами, как Королевская битва и режимами Королевской битвы от третьего лица, а также новым режимом DMZ. Но прежде чем мы перейдем к основному обзору игры, напоминаю, что твой лайк помогает этому видео, а также каналу продвигаться через сложные алгоритмы YouTube, а еще ты мотивируешь меня на создание нового и более качественного контента. Да и пора уже вкладку сообщества открыть. Техническая сторона игры, на мой взгляд, довольно стабильна. Если изначально мы мучились со входом в игру, у нас глючило лобби, так что мы не могли пригласить друзей, а уж пропадение FPS каждые 40 минут игры лечилось только перезапуском самой игры, то сейчас же лично у меня все более или менее стабильно. Встречаются, конечно, и баги, и глюки, и падение FPS, да и пинг иной раз вносит свою лепту в процесс геймплея, но в целом стало гораздо лучше и стабильнее. Хотя вылет я тоже наслышан, но сам не сталкивался с подобным. Ну а если говорить про саму оптимизацию, то они ее все же завезли, и она действительно есть. Потому что даже на старых картах игра идет совершенно отлично на средне-высоких настройках Full HD. Что касается самой графики, то она вполне достойна. Хотя над некоторыми текстурами им стоило бы поработать во всем MW2, а следовательно и в Warzone. Анимация персонажей тоже на уровне, какой-то кривизны или багов лично мной замечено не было. В этой версии Warzone нас ждет новый транспорт, обновленные магазины, 3 вида рюкзаков и брони. Также движение зоны в 3 круга, что является само по себе интересным решением. Но в основном это касается режима королевских битв. Ну а главным нововведением является чертовски большая карта. Про королевские битвы много не скажу, данный режим не сильно увлекателен для меня. Но из того времени, что я наиграл, он явно лучше, чем в предыдущей версии Warzone. И уж тем более точно интереснее. Хотя ГУЛАГ так и остался. Уж не знаю, хорошо это или плохо, оставлю это решать тебе. Но вот что действительно интересно, так это новый режим DMZ, который прям отдает Escape from Tarkov. И если кому не сильно нравится Tarkov, думаю, вполне зайдет данный режим. И первым, что надо отметить, режим находится якобы в бета-тесте, и по техническому исполнению он действительно отличается от королевских битв.
У данного режима есть 3 фракции со своими заданиями на высадку. Каждая фракция открывается по мере выполнения заданий. За задания дают разного рода предметы вроде оружия, ключей от запертых помещений, а также скины на некоторых исполнителей. И если большая часть квестов довольно легкая в выполнении, то некоторые квесты заставляют вас так или иначе попотеть. Одни исполнители доступны за выполнение небольших задач в сетевых режимах, другие же исключительно за прохождение операции в МВ2, для тех, у кого она куплена, разумеется. Ну и конечно же не стоит забывать про покупку наборов. В Battle Pass'е первого сезона же вам дадут много разной мелочи, а также скины на исполнителей. К слову, купив однажды Battle Pass, монет за полное закрытие вам должно будет хватить на следующий сезон Battle Pass'а. Если я где-то тут ошибся, поправьте меня в комментариях. Перед тем, как высаживаться на карте, проверьте и укомплектуйте свое снаряжение и выберите доступное задание фракций. Там же нам с вами доступна одна ячейка страховки оружия в случае утери, в том числе и если просто выбросите из рук оружие со страховкой, оно будет считаться утерянным. И на ячейке появится таймер отката, который можно будет сократить, положив накопленные денежные средства в тайник или эвакуировав их с полным рюкзаком ценных предметов. Всего ячеек 3, их можно будет открыть за выполненные этапы фракций. На карте нас с вами будут ждать боты, которые не слишком расположены встретить нас добродушно. Они также имеют градацию от легко экипированных до тяжело экипированных. Такие в основном встречаются в запретных зонах или закрытых помещениях, к которым нужно найти ключи. Разнообразия оружия у данных ботов не так много, наверное, как хотелось бы, но оно есть. На карте расположены точки интересов, контракты по заработку денег, ящики с оружием, запретные зоны, заправки, вышки. В общем, легко и скучно явно не будет. Все это, мягко говоря, приправлено другими игроками, которые будут охотиться на вас по контракту или просто так, за вашим лутом и оружием. На карту вы будете высаживаться отрядом в 3 человека, но играть с рандомами, скажу сразу, будет довольно тяжело. Но не стоит отчаиваться, есть голосовой чат, который позволит вам взаимодействовать хоть как-то с членами отряда, но также позволит игрокам поблизости слушать ваши переговоры. Также в меню высадки есть функция добора отряда, которую можно включить или отключить в зависимости от ваших предпочтений. Но в одного тут довольно сложно, ботов просто огромное количество и стреляют они тоже довольно метко. Если вдруг оказались одни на карте, то есть такая функция, как объединиться в отряд, которая позволяет пригласить к вам или вступить в другой. Насколько такая функция актуальна, сказать трудно. Мне ей пользоваться не довелось, но тот факт, что она есть, уже радует. Транспорт нам на этой карте тоже доступен, но в основном наземный. Вертушка на карте, по-моему, только одна. Также курсирует по кругу поезд, в котором немало ящиков с оружием и полезностями. Еще на карте присутствуют станции магазинов, в которых можно приобрести за деньги нужное вам снаряжение, оружие или даже внедорожник с пулеметом. Но выбор в магазине может отличаться, и где-то того, что вам нужно, может и не быть. Еще на карте есть 2 зоны. Одна отмечена радиацией, в которой без противогаза или антирадина ваше здоровье начнет убывать, а огромное количество противников помогут в этом деле. В этом поле есть босс, с которого падает сундук на чертеж М13. Насколько я понял, кроме М13 больше ничего не падает. Вторая зона попроще, она не имеет радиации и противников на чуток поменьше. Да и зона эвакуации тоже рядом. А за такие ящики вам тоже дадут награду от чертежа для РПК до скина на исполнителя Кёнинга. В заключение, наверное, скажу, что каждый из нас найдет в этой игре и минусы, и плюсы, о которых вы можете поделиться в комментариях под видео. Лично от себя скажу, что Warzone 2.0 в плане геймплея куда лучше предыдущей версии, а режим DMZ мне лично пришелся очень по душе. И несмотря на некоторые проблемы со звуком присутствия других игроков рядом, во всяком случае в одном помещении при тишине, слышно, несмотря на падение FPS, да и несколько сырую техническую сторону. Режим DMZ
DMZ имеет все перспективы на дальнейшее развитие в серии бесплатных экшен-игр Call of Duty Warzone и может стать вполне годным режимом как небольшой конкурент Tarkov. Ну а техническую сторону со временем естественно поправят. С вами был Grim Congetlar, не забывай подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать свой лучший комментарий, а также заходить в телеграм-канал. До новых встреч!